Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Хварт.ua. Если честно, на сегодняшний ролик у меня нет никакого плана, абсолютно, поэтому мне придется прибегнуть к тактике, никакой тактики, тупо мочим. И что я здесь вижу поперва? Поперва я здесь вижу, во-первых, есть Орк Варлок, это есть Эмпреска, это есть Тролль Берсерк, и на самом деле мне бы хотелось попробовать, ну вот, если, конечно, получится, потому что я сейчас, как говорится, если скажу, что случится, это не случится. Поэтому, наверное, не буду загадывать насчет этой темы, но мне бы хотелось попробовать сыграть именно через тролля Берсерка. А там уже как пойдет, естественно. Там мы уже разберемся по ходу дела. С старта мне пришел гоблину... Ого. Я, правда, только что немножечко ошибку сделал. Я думаю, все ее заметили прекрасно. Это я купил резака, а не купил гоблина-убийцу. Надо было сначала купить гоблина-убийцу, потом бы я смог спокойно купить и резака, и тинкера. А так мне пришлось луну продать для того, чтобы купить сейчас гоблина-убийцу. Поэтому поспешил и, скажем так, людей насмешил. Ну, ладно, что ж поделать. Что ж поделать. Надеюсь, мне это... Не, ну, на самом деле, мне уже хорошо со старта пришло. О таком старте, ну ладно, если сейчас гоблин придет в двойку, то о таком старте в действительности можно было бы только меч... Хо-хо-хо-хо. А это уже другой оборот. Оборот событий. Предметы, конечно, вообще лакшери падают. Возьму кристалл мана плюс 40. Предметы на самом деле так себе называются. Потому что предметы, ну, не скажу, что идеальные, не скажу, что хорошие, не скажу, что вообще что-либо полезное. На самом деле, мне бы колечко мана плюс 30. И сейчас бы, если бы арканцы упали, то я бы сказал, что у меня сейчас идеальные предметы упали для моего старта. Потому что, во-первых, у меня есть баф гоблинов, у меня есть тинкер в двойку. И я бы не отказался от инкастового залива маны. А неплохо мне приходит, алло. Я бы даже сказал, молоток я, кстати, возьму. Молоток я скипать не буду, он пригодится. Мало ли. Мало ли он, но он в действительности пригодится. Единственное, что мне в действительности надо понять, как я буду стартовать и с чего начинать. Вот что мне нужно сразу определиться. Но, наверное, сразу возьму 5 уровень. То есть, ну, сейчас следующий раунд будет. Выиграю, не выиграю, без разницы. Получу 5 уровень. В Тинкера, естественно, закинул сейчас все шмотки, потому что он у меня самая сильная фигура. И я думаю, тут гадалки не ходи, почему я именно так сделал. Сейчас ракетки полетят на все 120%. Да, пока неплохо. Пока неплохо. Кстати, у меня новости. Вдруг, кто не подписан на мой телеграм-канал, то сегодня, в день выхода этого ролика, конкретно тот, который я сейчас снимаю, надеюсь, что это он и будет, и не надеюсь, вдруг, если это будет довольно-таки фейловая попытка, короче, не буду ходить вокруг да около, не буду вот этой вот воды заливать, хотя нужно забивать, как мне один раз написали, эфирное время, вот, не буду это делать. Поэтому смотрите, в пятницу я буду запускать стрим. Когда, во сколько и что там будет, естественно, напишу в телеграм-канале. Телеграм-канал у меня закреплен в комментариях, поэтому кто не подписан, подписываемся. У меня там есть чат комьюнити. Присоединяйтесь, не стесняйтесь. Там можно найти себе компанию. Ну, короче, там разберетесь, я думаю. Инструкцию прилагать не надо, почему там, что там в чат Телеграма. В чате Телеграма, боже, чат Телеграма. Я просто пытаюсь и на катке сосредоточиться, понять, что мне лучше как делать, и, соответственно, еще информацию какую-то озвучить. И это немножечко иногда забивает мою голову. И думать, и брать, и пикать, и играть. Ну, то есть, я думаю, понятно, за это вы меня немножечко допростите. Эх, мне бы сейчас, конечно, гоблин-убийца в двойку пришел, было бы замечательно. Джаггера на все. Не, ну если так и дальше пойдет. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ладно, не буду говорить вслух, а то не хотелось бы мне, скажем так, пропустить этот момент. Пока хорошо все. На самом деле, знаете, мне бы хотелось попробовать собрать сборку. Это духи плюс тролли. То есть я бы хотел собрать 6 троллей и 4 духа. И закирить конкретно это аппарата. Аппарат это дух пятерка, жрец. Вот его бы я хотел попробовать как-то закирить. Очень сильный персонаж в самом-то деле. Я бы даже сказал, разваливает он, будь здоров. Может кристалл маны перекинуть в Энчу? Хм.
Ну, на самом деле, если вам ранее приходит инча в двойку и дай бог в тройку, это такой импактовый персонаж. Как же она много хилит, насколько же много она импакта дает. Ну, диву даешься. Диву даешься прям по полной программе. Я бы рекомендовал ее собирать, если получится, потому что Трента нерфанули, вдруг кто забыл. И сейчас через Трента особо не поиграешь. А еще, кстати, у меня губа лопнула, иногда так больно говорить. Ух ты. О, так. Я не буду пытаться сейчас одну монетку заинкамить, поэтому я просто возьму сейчас, апну гоблина в двойку. Точнее, уже апнул. Скажем так, действие озвучил немножечко позже, чем сделал. Короче. Мне нужен уровень. Инчу придется мне, скорее всего, продать. Скорее всего, придется продать. Ну, я не стал мудрить этой одной монеткой. Поэтому я просто взял его, апнул в двойку. Лучше получу 3 монетки гарантированно, нежели я буду пытаться еще одну монетку с этого гоблина вытащить. Поэтому как-то так я сделал. Если бы это рано случилось, то я бы, естественно, сделал по-другому. А так это случилось поздно, поэтому я не стал мудрить. И вам рекомендую тоже этого не делать, если только вы не играете через лустрик. Если вы играете через лустрик, то да, естественно, вы можете попробовать. Оу май. Так, сюда. Все понятно. Все понятно. Можно, в принципе, было бы уже цветок поставить и поставить дубликаты. Я, наверное, сейчас таки сделаю. Возьму уровень. Поставлю 2 цветок. Вот так. Поставлю дубликаты. Халявный ролл у меня есть. Это есть. Ну, в принципе, вот так вот я пока что и оставлю. На самом деле, конечно, можно было бы на ману плюс 40 отдать сейчас в цветку. Да, я так и сделаю, потому что она будет прыгать всем на лицо. Так скажем так, своей пятой точкой присядет всем на лицо и будет наносить много урона. Вот, вернемся к теме этого гоблина. Если вы играете через лустрик, то пробуйте максимально выживать с этого гоблина. Если же вы играете не через лустрик, а через винстрик, делайте это только в том случае, если вы уверены, что вы не пожертвуете своим хп, не пожертвуете своими винстриками и тому подобное. То есть вы должны быть уверены на 150%. Что мне всегда так приходило, вот ей-богу, когда я хочу сыграть через магов-драконов, мне так не приходит. А тут просто, вот, как с барского плеча, держи. Вот. А можно мне еще 3 цветки? Ну, ладно, можно мне еще 2 цветки? Я доплачу. Дайте мне 2 цветки, пожалуйста. Мне пока что старт очень нравится. О таком старте можно мечтать. Не, на самом деле, если бы у меня сейчас было еще 50 монет сверху, то в действительности о таком старте можно было бы только мечтать. Но мне грех жаловаться в целом на ситуацию. У меня все, ну вот, замечательно. Можно, знаете, как еще стартануть попробовать? Жалко, здесь нету меха легендарного. Можно было бы попробовать сыграть через гоблинов мехов, через золотые роллы и сделать керри либо Empress Light, либо же сделать какого-то Гирыча. На самом деле, из гоблинов мехов мне дико не нравится это минер. Боже, для легендарной фигуры он дико слабый. Поэтому я бы его, наверное, ну переделал бы, либо сделал его минку не физическим уроном, а магическим уроном. И тогда это было бы балансно. Ну, хорошо. Кстати, можно было бы попробовать через инсектоидов сыграть, если Empress придет. Потому что, когда вам приходит Empress и у вас есть синергия инсектоидов, игра играет совершенно другими красками. Я сейчас объясню даже почему. Смотрите. Иллюзия Empress насколько я тестировал, насколько я заметил. Сейчас, секундочку. Вернусь к этой теме, дайте немного подумать. Что я хочу сделать? Что же я хочу сделать? Продать этого Тинкера, не продать, играть дальше через гоблинов или продать? В идеале бы мне выйти в 20 монет. Ладно, я гоблина убийцу продам. Так вот, Empress Light пятерочка, если вы играете через инсектоидов, у нее есть иллюзия со способностей. И вот, если что, поправьте меня в комментариях. Правильно ли я думаю? Или неправильно я думаю? И правильно ли я заметил? Или неправильно я заметил? Хо-хо-хо! Ничего себе. Так, ну... В идеале мне, конечно, арканцы. Это в идеале мне бы сейчас арканцы взять, но я не буду рисковать, потому что мало ли мне какая-то маска берсерка сейчас упадет. Я уже на этом, ну, такую шишку себе набил на 5-й точке, что просто, ну, его в баню. Поэтому
Если у вас есть довольно-таки хороший предмет, как вот эти острые наручи, то рекомендую его взять. Не пытайтесь использовать свою судьбу в роли предмета, потому что упадет какая-то дрянь, и вы очень многое потеряете. Я не раз показывал на своих роликах, что когда вам приходит какой-то юзес предмет на третьем раунде, дай бог, чтобы вы смогли его хоть как-то реализовать. Если никак не смогли, то я вам сочувствую. И себе тоже сочувствую, потому что я на этом, ох, какие шишки понабивал. Так вот, поправьте меня в комментариях по поводу Empress Light. У нее есть своя иллюзия. И вот эта вот иллюзия, насколько я понял, когда она пропадает, то с нее вылупляется инсектоид. Если это так, то напишите в комментариях, что это так. Но если это не так, то, соответственно, тоже напишите, что это не так. Я заблуждаюсь, потому что я играл на инсектоидах, вот в обычном лобби, тестировал, как оно работает и тому подобное, чтобы дать корректную информацию в предыдущем ролике своем. Вот. И пришел к неутешительному, ну, как бы, такому, ну, и к неутешительному выводу, естественно, о котором я говорил в предыдущем ролике. И вот забыл немножечко, скажем так, подметить, что с Empress Light, с ее конкретной иллюзией, не из конкретно дубликата ее фигуры, а именно с конкретно иллюзии вылупляется тоже инсектоид. И меня это удивило. То есть обычная ее способность, которая делает ее клона, которая там 15, 30, 45 секунд живет, с нее может вылупиться инсектоид. Я этого, ну, если честно, я этого не ожидал. Для меня это нонсенс был. Да. Отлично. Отлично. Сказать, что это замечательно. Нет, это идеально. А можно мне, вот как обычно моим противникам идет, я беру АП 8 уровень, мне падает Empress Light, это первое. Второе, мне приходит цветка в тройку до 25 раунда. Не, ну лучше до 20 раунда, конечно, приходит цветка в двоечку, точнее в троечку. Что-то я одновременно и думаю, пытаюсь что-то сказать. Такая каша получается. Так вот, надеюсь, ну точнее хотелось бы мне, чтобы к 20-25 раунду мне цветка пришла в троечку. Это было бы шедеврально. Если такое придет, то я даже знаю следующую свою тактику. Как я говорил вначале, никакой тактики тупо мочим, только здесь у меня бы нарисовалась тактика сразу. На самом деле, мне бы хотелось попробовать как-то реализовать инсектоидов немного по-другому. Вот попробуй сейчас с цветами. Раз цветы идут, то попробуйте ее с цветами реализовать. Если получится, будет замечательно. На самом деле, у меня сейчас такой старт обалденный, что ну, многие мне позавидуют. Вот абсолютно большинство мне сейчас будет завидовать насчет моего старта. А я, кстати... так я, кстати, могу уровень брать. О, ребята там для меня винстрики готовят. Сейчас я с одного собью 5 винстрик и со второго собью 5 винстрик. Чисто кэшбэкну для себя. Но на самом деле, вот тот чел, который играет через зверей, он опасен. У него лондруид в двойку пришел. Но только вот... Ну ладно, не буду сейчас жаловаться. На самом деле я хотел сарказмом сказать, потом... Хотел... Боже. Хотел сарказмом сказать то, что вот человеку сейчас на 14 раунде, у него лондруид в двойку. А я когда играл через зверей на сумонах, мне лондруид пришел на 30 раунде в единицу. Я еще просил этот момент задублировать. Задублировать в комментарии. О, лондруид. Наныл. Наныл себе лондруида, но на самом деле лондруид мне не нужен. И я думаю, что ролик... Ну, я хотел бы попробовать поролиться. Может быть, в действительности это был бы огромный плюс, если бы я поролился. Но я, наверное, от этого откажусь и буду дальше в уровень. Мне минимум 9 уровень нужен для моей синергии. Хотя... Не, ну, в принципе, да. 9 уровень мне минимум нужен. Потому что если я захочу сыграть через тех же троллей и через цвет, то, естественно, мне нужен будет 9. Дай бог, чтоб не 10. Ну, это если через цветку играть. Empress Light. А если через инсектоидов, то, в принципе, 9 уровня мне будет достаточно. Но на самом деле лучше всего 10 взять, перестраховаться, и, наверное, я так и сделаю. То есть, давайте так. Сначала я возьму 8, потом 9, посмотрю на силу своего стола. Если мой стол довольно-таки сильный, то, естественно, я буду просто дальше апать уровень. Тут самое главное, у меня сейчас винстрик 10, и его не слить. Вот это будет обидно.
М. О, арканцы. Вот арканцы это то, что доктор прописал. Так, острый наруч тебе отдаем. А знаете, что в самом деле... Может мне рольнуть это кольцо? Хотя на самом деле лучше не ролять, наверное. Или рольнуть. Упали бы мне еще одни арканцы. Была бы песня. То есть на 20-м раунде падает мне еще одни арканцы, это будет замечательно. Ну, кстати, у меня сейчас будет ранний 8 уровень. Хотел сказать ранний 10. Ранний 8 уровень у меня будет. Это будет весело, как по мне. Чпуник. О, боги-чернокнижники рисуются. Ну чё, посмотрим на мощь богов-чернокнижников, что они могут и что они не могут. Там, кстати, еще бог-элементалист собирается. Так, пока винстрики не держат для меня. Это не может не радовать. Боже, я польщен. У одного 7 винстрик, у другого 7 винстрик. Придется о них позаботиться. Не знаю, хочется мне сейчас рвануть это как... Ую. Так, я к такому повороту событий немного не готов. Там чел играет через магов, а магического дефа у меня абсолютно никакого нету. Хотя на самом деле придет не шарбезная, вообще плевать будет на этих магов. Абсолютно плевать. С высокой колокольни будет плевать. Плюс на мои дубликаты не будет как бы распространяться. Э, это дебаф магов, поэтому я думаю, я спокойно буду переживать все на свете. Не, ну я что-то как-то зверя походу переоценил. Но на самом деле это из-за того, что у меня сильный стол. Если бы у меня... Ах ты ж Аркана. Аркана? Чел с ником Аркана стырил только что винстрик у одного человечка. Человечка. Буду откровенно честным, я негодую. Это был мой винстрик, а не его. Он предназначался для меня, а не для тебя. О, короче, они сейчас разбудили зверя. Они сейчас разбудили зверя. Я отомщу за это. О, ничего себе. Не, такое мне надо по-любому. Энигма мне по-любому надо. Я ее возьму. Я даже уже знаю, как я хочу. Или не знаю. Не, или получится. Не... Ладно, я пока не буду загадывать. Мне нужно цвета в тройку. Мне нужно цвета и Empress Light в тройку. Энигму скипать я не буду. Это хороший, сильный персонаж. Особенно если я Аганим найду и закину в него. Это будет прям песня. Ну, в принципе, можно и инсектоидов сделать. Вот сейчас так подумал, что можно в действительности было бы еще и инсектоидов сделать. Если орк, чернокнижник будет ко мне приходить, если будет еще и энигма сверху, но если еще и сердца у меня будут сверху, то все. Это будет контент. Это будет такой контентище. Это будет контент всем контентом. Боже. Надо, кстати, немного своих ребят расставить. Поставлю кунку. Как-никак это кораблик будет. Как-никак это контроль. Боже, хорошо, что я сейчас зверя пережил. И хорошо, что его вынес до этого. Потому что если бы он сейчас был... вот ко мне сейчас конкретно пришел, я думаю, он своими 6 зверями меня бы задушил. Если бы, конечно, мне там цвета в тройку не пришла. Хотя... цвета в тройку. Ага. Вот знаете, играл бы я на элементалистах, мне бы Энигма так не пришел рано. Вот не пришла бы мне Энигма. О, кстати, арканцы. Привет! Поздоровались мы с арканцами. Ни капли не смущен. Так, инсектоидов возьму потихонечку. Хотя на самом деле зачем? Я же говорил, что я отомщу. За то, что он стырил мой винстрик у одного молодого человека. Вот я и отомстил.
Моя месть была совершена, моя месть была исполнена, поэтому что? Я доволен. Пока что я доволен, но не до конца. Хочу попробовать тролля берсерка реализовать. Интересно, под цветами и... О, так подождите, знаете, как будет? Я буду, наверное, сейчас собирать цвет. Буду докидывать троллей. Придет тролль берсерк, я закерю тролля берсерка, а не эмпреслайд. Это будет прям вообще развал. Вот это будет в действительности неожиданный фактор. Все будут думать, что я играю через эмпреслайд, а я буду играть через тролля берсерка. А чё мне так приходит? Можно еще элементалистов попробовать взять. Хотя я не особо верю в этих элементалистов. Они, ну, я их считаю слабыми. Цепочка, бусы и отпечаток. Объективно отпечаток мне не особо нужен. А вот бусы я возьму. Бусы никогда лишними не будут. Бусы это всегда хорошо. Я, кстати, вместо кунки возьму сейчас квапу. Бабка пришла. Так, у меня пока хорошие две легендарки. В самом деле, квапа, она не бесполезная. Ее способность это такой лютый дебаф. А так как нингритеров это, ну, чуть ли не смертный приговор. Во-первых, не, ну этого молодого мы по-любому берем. Он метовый персонаж, поэтому скипать я его не хочу. Я его по-любому буду брать. Если я буду играть через тот билд, который запланировал, он мне на всякий случай даже понадобится. Даже если я не буду его керить. Даже если я не буду его керить, он в любом случае мне понадобится. Так, ну мага я пережил спокойно. Или не спокойно, все, отлично, отлично. Он заставил меня немножко сейчас засомневаться в своей победе, так как у меня мало людей осталось. Ю! Я на такое мог только в самых бурных фантазиях мечтать. О таком. Вы гляньте, что у меня сейчас будет. У меня сейчас будет 3 квапы, 3 энигмы. Это такой развал будет. Хо-хо. Ну что, повеселимся. Блин, мне и хочется через инсектоидов, и не хочется через инсектоидов играть. Хочется уже, знаете, что-то попробовать с цветами так забилдить. У меня в любом случае пока винстрик есть, можно попробовать. Так. Манрегена не хватает, видите? Долго-долго по манрегену. У нас тут 3000 урона квапа нанесла вместе с энигмой. Так, этого духа возьмем на всякий случай. А что, может цветочку? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 2 пары арканцов. Вот это то, что доктор прописал. Я только о них говорил. Получается, мысли материализуются. Все, ребят, я буду давать уроки по материализации мысли. Надо грамотно сейчас расстановку еще сделать. В Квапу, кстати, керри предметы закинул. Это надо. Сказать, что я сейчас не рад? Я дичайший рад. Дичайший рад тому, что сейчас происходит. Вот. Смел. Раунд за сколько? За 8 секунд закончился раунд. Минус... Ой-ой-ой. Так, но я буду брать 10-й. К гадалке не ходи, я буду брать 10 уровень. Этот гоблин мне уже не нужен. Керри предмета, кстати, можно будет перекинуть сейчас в АМа. Жалко, ко мне не приходит. Жалко, ко мне сейчас не приходит цветка. Мне одна цветка нужна. Всего лишь одна. И эмпреслайд мне нужна. Мне дичайше нужна эмпреслайд. Как только придет эмпреска, такой контент начнется. Такой контент еще начнется. Я думаю, никто такого в жизни не видел, когда придет импреска. Так и в принципе можно через инсектоидов сейчас не играть. Там, кстати, чил играет через инсектоидов. Ого. Слышь, дед, ты чё такой жесткий?
Надо было ВМ шмотки закинуть, у него нету никакой ни регенерации, ничего. И вот смотрите, как итог. Меня выносят. Я еще и Ливеру проиграл, да? Класс. Еще Энигма пришла. А можно мне берсерки поприходят сейчас? Можно? Честно, я удивился. Вот я даже не то, что удивился, я был в шоке. Каким образом он меня сейчас так снес? Вот реально, каким образом он меня сейчас так снес? СФ, который... Ну, это было неожиданно. Я не ждал, что мне СФ так снесет. Ладно. Опустили момент, проехали. Нужен 10-й. Сейчас берем целенаправленно 10 уровень. О, шар бездны. Шар бездны мне нужен. Во-первых, там 9 магов. Во-вторых, там еще маги. И в-третьих, тут есть бог-орк. Но бог-орка, я думаю, я как-то переживу. Ну, кстати, инсектоид меня немного напрягает, но я думаю, с ним у меня проблем никаких не будет, когда я ему первый стол снесу. Главное, чтобы у него хорошие фигуры не наспавнились. Больше всего я опасаюсь это змейку. Если там будет змейка, и она сможет наспамнить, точнее, ну да, наспамить, не наспамнить, а наспамить, то будет жесткая проблема. Будет жесткая проблема. Я, кстати, буду пытаться сейчас найти... Не кольцо явно, мне бы хотелось ману плюс 40 найти. Она, естественно, нашлась в рандомном сундучке. Это дефолт, это норма. Я думаю, не ошибка то, что я шарбезно взял. Все-таки там есть маг, который играет через волшебников, это будет жестко. И там еще есть... Ну, короче, там как минимум 3 мага есть. Поэтому шарбезно мне пока пригодится. Хоть я буду сейчас с Кириаэмом, но... Береженого бога бережет. Только что вот мне СФ вынес, хотя чувак ливнул. Я более чем уверен, что чел даже не надеялся на победу, и поэтому он ливнул. О, кстати, бог-орк. Сюда. Сюда, молодой. Конечно, орк-чернокнижник нормально так время тянет. Но это в любом случае его никак не спасло. Пока-пока, иди в next. Я думаю, он доволен. Я думаю, он доволен на все 32 зуба. Прям как я. А можно эмпресску, пожалуйста? У меня 10 уровень в 26 раунде. Я хочу эмпресс лайт. Вот хочу ее и все. Вот, честно, я бы хотел, чтобы мне сейчас упали еще одни арканцы. У меня было бы 3 пары арканцов, у меня сразу бы со старта была фуловая мана, и я бы радовался жизни. Как никогда. Хотя нас, ну, кристалла мана тоже можно, в принципе, по плюс 40, это не особо огромная проблема. Я бы даже сказал, что это вообще не проблема, поэтому как-то так. Я, кстати... Ну ладно, этого бога чернокнижника я вынесу. Вот сейчас я 100% уверен в том, что я вынесу этого бога чернокнижника и глазом не моргнув. Вынесу по той лишь причине, что у меня есть, во-первых, шарбезны, я перекинул сейчас керри шмотки, так что, в принципе, готовьте 5-ю точку, молодые, готовьте. Я за вами сейчас выеду. Ого, аганимчик. Аганимчик я возьму. Аганимчик, конечно же, ВМ пойдет. Я только что Волга снес, даже не заметил. Это тот чел, который играет через волшебников-магов. А знаете из-за чего? А потому что у меня есть 2 квап... Чего? Ты сейчас серьезно? Я такого не ожидал. У меня почти дар речи от него. Кайф, кайф, кайф. Так, бог чернокнижник отлетел. Осталось 2 мага и 1 зверь. Я думаю, у них шансов нет. Думаю, шансов нет, потому что, смотрите, у меня есть квапа, которая полностью дает мне кучу времени. У меня есть энигма, которая чистым уроном выносит. И у меня есть цвета, которая на лицо им будет прыгать. Да у них нет шансов.
От такой комбинации у них 100% нет шансов. Я, кстати, пока баф мехов оставил, халявные роллы все-таки так... О, гляньте, 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 что произошло. Если бы не квапа, у меня бы не было времени на все это. А так у меня есть квапа, и она просто... Мало ли того, что ломает импозиционку всю, абсолютно всю. Так еще это контроль. Еще и тролль пришел. Замечательно. Я еще и перекериться смогу вдруг чего. Мне пока что мое положение нравится. Так, Оржец гуляет лесом. Он мне не нужен. Боже, хан идет. Ну, хан мне не нужен тоже. Хан это такое. Вот. Не. Так, 2 цветки мне пришло. Отлично. 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 Искусство — это взрыв. Слова Эма. Боже. Что происходит в этом заведении? Я не понимаю. Что тут происходит? Так, обузи монеточку по-любому. По-любому, по-любасу мы обузи монетку. Не, ну о таком я только реально мечтать мог. О таком я в действительности только мечтать мог. А где импресс-лайт? Можно импресску, пожалуйста? Рок войны я не хочу скипать. Рок войны — это хороший предмет, который мне нужно оставить в любом случае. Почему мне нужно его оставить, сейчас объясню. Вдруг кто не знает, на Empress Light работает рок войны. И ее иллюзия сразу же имеет на 100% больше скорости атак. То есть она считается суммоном. И это жесткий баф. Ни одна шмотка не дает столько скорости атаки, сколько дает этот предмет для Empress Light. Но эти предметы мне не нужны. О, не, ну МК... Вот. Боже, одна шмотка за другой. Все хорошие. Я уже молчу о том, какой мне стол 5 хан пришел. Боже, я уже мог хана в тройку собрать. Знаете, в чем закон подлости? Я бы его не собрал. Цветка, где ты? Так, все, усики гуляйте. Так, сейчас будет, скорее всего, последний раунд. Цветка, ну приди, ну для красоты ты нужна. Ты нужна для красоты. Приди. АМ приходит, отлично. Цветка нужна. Ну. Все, понятно, это будет последний раунд. У него 17 хп, я тут могу, в принципе, с закрытыми глазами уже играть. Он ничего не сделает. Абсолютно. Я, в принципе, могу даже шмотками пожертвовать. Бессмертие на всякий случай какой-то найти. Не, ну, Мьёльнир тоже. Мьёльнир мне нравится. Ну чё, пока-пока. Просто, сколько секунд? Ну, если бы не цепочка, я думаю, там пару секунд и раунд закончился. Я объективно я удивлен. Я удивлен тому, что сегодня происходило в этой катке. Вот ей-богу, такого у меня не было давным-давно. Ей-богу. Почти Энигма в тройку. Боже. У меня нет слов. Я без синергии выиграл эту игру. Без синергии. У меня, ну, реально нет слов. Здесь у меня вообще нету слов. Такого результата я не ожидал. Я не ожидал такой импакт от Квапы. Я не ожидал такой импакт от Энигмы. Я вообще не ожидал, что мне 2 Энигмы в 2 звезды придет, и у меня еще и Энигма будет на столе. У меня получилось 3 Эма, 3 Цветки, 3 Энигмы в двойку, 3 Квапы, 3 Берсерка. Короче, я в шоке. Я в шоке. Посчитайте сейчас, сколько у меня легендарок, и напишите в комментариях, сколько легендарок спавнилось в каждом раунде. И еще, это реально минус много по лицу дает. Очень много. Но в целом я результатом доволен. Но на самом деле эта катка была очень турбо. Вот прям турбо-каточка. Очень турбо. Боже, что я несу? Очень турбо. Короче,
Ребят, понравилась каточка? Не забудьте оставить свой лайк, комментарий в поддержку моего ролика и канала, естественно. А кто не подписан, обязательно подписываемся на YouTube и на телеграм-канал. Телеграм закреплен в комментариях. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем удачи!